Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня свяжем корзинку вот с таким узором. Узор очень красивый, объемный. Такой узор подходит не только для корзин, но и для сумок тоже. Вязала я из хлопкового шнура 3 мм. Можно выбрать другую пряжу, допустим, полиэфирный шнур 4-5 мм. И такой узор можно вязать также из трикотажной пряжи. Для вязания нам понадобится 130 метров хлопкового шнура, крючок номер 5 и крючок меньшего размера для того, чтобы прятать кончики. Также я рекомендую для тех, кто никогда не вязал круглое донышко, посмотреть подробный мастер-класс, где я показываю, как связать круглое донышко по схеме идеального круга. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я всегда стараюсь всем отвечать. Итак, приступим к вязанию. Вяжем круг по схеме идеального круга. Для начала делаем кольцо амигуруми, кладем нить вот таким образом на пальчики, обхватываем крест-накрест. С обратной стороны придерживаем мизинчиком. Крючок заводим под первую нить, захватываем вторую, вытягиваем петельку, ее придерживаем, а колечко отпускаем. Далее петлю провязываем. Это у нас первый столбик. Далее в кольцо мы должны набрать всего 6 столбиков без накида. Первый у нас есть. И провязываем еще 5. Вводим крючок в кольцо, захватываем нить и провязываем столбик. Это у нас второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Затягиваем колечко. Далее мы должны сделать соединение. Соединять будем, заводить крючок вот сюда, вот под косички, и вытягивать нить. Далее мы должны будем крючок ввести в первый столбик. Вот у нас первый столбик. Сюда мы будем вводить крючок. Для начала мы делаем соединение. Заводим вот сюда вот под косичку, захватываем, вытянули. Далее крючок вводим вот сюда вот между вот этими нитями. И я, как говорила, заводим крючок в первый столбик. Вот у нас первый столбик. В него заводим крючок. И петельку накидываем на крючок. Далее берем рабочую нить и затягиваем. Захватываем нить, вытягиваем петельку и провязываем столбик. Во втором ряду мы провязываем по 2 столбика в каждый столбик предыдущего ряда, то есть мы делаем прибавки. Всего в каждом ряду мы будем делать по 6 прибавок. Здесь у нас есть один столбик, сюда мы провяжем еще второй столбик в конце. Находим следующий столбик. Вот с этой стороны, если посмотреть, у нас крючок должен выходить вот здесь вот между столбиками. Вот идет перемычка, и крючок должен выходить вот здесь вот между столбиками. Вот здесь вот перемычка, и здесь должен выходить крючок. Находим столбик, вводим в центр столбика. Вот крючок должен выходить посередине. И провязываем столбик. Вводим крючок сюда же и провязываем еще второй столбик. Далее в следующий. Также выходит по центру. Провязываем 2 столбика. И так провязываем до конца. В каждый столбик мы провязываем по 2 столбика без накида. Довязали до конца. Здесь у нас в конце мы должны провязать еще один столбик. Вот сюда вот самый первый столбик нашего второго ряда. Здесь мы провязываем еще один
столбик. И всего во втором ряду должно получиться 12 столбиков. Далее делаем соединение, вытягиваем нить, заводим вот сюда вот под косичку, вытянули петлю, далее заводим вот здесь вот между нитями и крючок вводим также в самый первый столбик во втором ряду, вот сюда. Накидываем петельку, затягиваем. Вытягиваем петлю и провязываем столбик. В третьем ряду мы также делаем 6 прибавок. Вот у нас идет первый столбик. Далее в следующем мы провяжем 2 столбика. Далее снова 1 столбик. То есть мы будем чередовать. Через каждый один столбик мы будем провязывать 2 столбика. Провязываем следующую 2 столбика. Далее в следующий столбик 1. Затем снова 2 столбика. И снова 1 столбик. И вот таким образом провязываем до конца третий ряд. Получается, между прибавками у нас идет по 1 столбику. Всего в третьем ряду должно получиться 18 столбиков. Довязываем до конца. Провязали третий ряд. В конце третий ряд у нас закончился прибавкой. Данное отверстие можно также затянуть посильнее уже. И делаем соединение третьего ряда. Делаем точно так же. Вот мы соединили третий ряд, перешли на четвертый. В четвертом ряду мы также делаем прибавки. Также у нас будет идти 6 прибавок, только между прибавками у нас будет по 2 одинарных столбика. При вязании идеального круга необходимо еще учитывать то, что прибавки не вяжутся над прибавками. То есть вот у нас идет прибавка. Здесь мы прибавки делать не будем, а провяжем по 1 столбику. А прибавки будем делать там, где у нас идут одинарные столбики. Вот у нас здесь идет 1 столбик, сюда же провязываем еще второй. Далее провязываем 2 одинарных столбика. Один и в следующий столбик снова 1. Далее вот у нас одинарный столбик, сюда мы провязываем 2 столбика. Следующие 2 столбика по 1. Далее снова 2 столбика. Итак, провязываем до конца четвертый ряд. Между прибавками у нас идет по 2 одинарных столбика. Всего в четвертом ряду будет 24 столбика. Я провязала четвертый ряд, сделала соединение. Соединение делаем точно такое же, как и в предыдущих рядах. Теперь в пятом ряду мы будем провязывать прибавки. И между ними у нас уже будет не 2 столбика одинарных, а 3 идти. То есть вот у нас идет 1 столбик, провязываем еще 2 и далее делаем прибавку. Второй и 3 столбик. Далее в следующий мы провязываем прибавку. Провязываем 2 столбика, первый и второй.
Далее в последующие 3 мы провязываем по одному столбику. После 3 столбиков снова провязываем прибавку. И вот таким образом провязываем 5-й ряд. Между прибавками у нас идет по 3 одинарных столбика. Далее ряды вяжем самостоятельно. Допустим, следующий ряд 6 будет. У нас уже между прибавками будет по 4 одинарных столбика. Итак, вы можете провязать необходимый диаметр круга. Вот я провязала круг. Он состоит у меня из 9 рядов. Далее мы сейчас сделаем соединение и перейдем от донышка к стеночкам. Круг у меня получился размером 12 сантиметров. Заводим крючок также под косичку, захватываем петлю, заводим крючок вот сюда, вот между двумя нитями. Далее с обратной стороны у нас идут вот такие вот перемычки. Заводим крючок под перемычку. Накидываем петельку и затягиваем. Вытягиваем петлю и провязываем столбик. Так мы сделали соединение и перешли от донышка к стеночкам. Далее мы крючок вводим, захватывая верхнюю дужку косички. И крючок также заводим вот сюда вот под перемычку. И провязываем столбик. Далее снова также за верхнюю дужку косички, под перемычку. И провязываем столбики без накида по всему краю. Так, провязываем до конца. Вот мы провязали первый ряд стеночек столбиками без накида. Далее делаем соединение. Заводим вот сюда вот под косичку и вытягиваем петельку. Далее ее затягиваем, вставляем сюда крючок. Провязываем данную петлю и ниточку вытягиваем чуть побольше. Далее крючок заводим вот в это же отверстие. Вытянули нить. Далее делаем накид и снова в это же отверстие вытягиваем петлю. Вот у нас на крючке получилось 1, 2, 3, 4 петли. Далее 2 петли пропускаем. 1, 2, в третью вводим крючок и вытягиваем петлю. Далее делаем накид, сюда же в это же отверстие вытягиваем петлю. Здесь у нас получилось 1, 2, 3. Далее провязываем все петли вместе и соединяем. Теперь у нас между ними остались 2 петли. Сюда мы провязываем по столбику с накидом. Делаем накид. С обратной стороны вводим крючок, провязываем столбик с накидом и в следующую тоже столбик с накидом. Получается 2 петли, которые мы оставляли, мы их провязали. Далее вводим вот сюда вот крючок в основание, где мы провязывали вот этот лепесточек. Вытягиваем петельку. Далее делаем накид и вытягиваем второй раз. Снова на крючке у нас 1, 2, 3, 4 петли. Далее 2 пропускаем, в третью вводим крючок, вытягиваем.
накид и вытягиваем второй раз. Теперь 3. И все эти петельки мы провязываем вместе. Соединяем и провязываем 2 столбика с накидом в петельки, которые мы пропускали. Первый столбик и второй. Далее снова вот сюда вот в основание вводим крючок, вытянули, накид, снова вытянули, пропускаем 2, в третью провязываем. Все петли провязываем вместе и соединяем. Далее вот сюда вот провязываем 2 столбика с накидом. И вот таким образом провязываем до конца ряда. В конце я уже покажу, как здесь завершить. Довязываем до конца ряд. Вот мы провязываем вот сюда вот в основание лепесточек 1. Далее пропускаем 2, у нас в конце должно остаться 2 петли. И вот сюда в основание самого первого столбика. Провязываем. И провязываем также вот в эти 2 петли по столбику с накидом. Первый столбик и второй столбик. Далее мы делаем соединение, находим вот здесь вот у нас идет как бы лепесточек, вот он центр. Мы заводим крючок в центр этого лепесточка, вытягиваем и провязываем через петлю. Далее мы будем провязывать вот сюда вот лепесточки в центр, вот где у нас идут вот такие вот уже по 2 лепесточка. В центр мы будем провязывать лепестки, а между ними идут 2 петли, вот они. Сюда мы будем провязывать по столбику с накидом, вот они. Итак, вытягиваем слегка петельку, далее заводим крючок в центр, вытянули петлю, накид, снова вытянули. На крючке у нас также 4 петли. Далее вводим в центр следующего лепестка, накид, и еще раз вытянем. Далее провязываем все их вместе, накид, и провязываем 2 столбика с накидом в пропущенные петли, вот в первую и во вторую, по одному столбику. Далее снова вот сюда вот в основание. В следующий в центр. Здесь у нас 3 петли, а здесь у нас 4. Провязываем. И 2 столбика с накидом под первую петлю и под вторую. Далее снова точно так же в центр,
следующий центр лепесточка. И 2 столбика. И далее ряд повторяется, и вот у нас уже видны лепесточки. Провязываем последний лепесток в ряду. Вот здесь у нас будет один лепесточек, вот 2 петельки мы пропускаем, и вот сюда второй лепесток. Здесь мы начинали вязать ряд. И провязываем 2 столбика с накидом под первую петельку и под вторую. Теперь делаем соединение и вяжем следующий ряд. Вот теперь мы будем соединять вот сюда вот. Вот у нас центр лепесточков будет находиться. Вот они. Сюда мы будем делать соединение и также провязывать лепестки. И между ними вот они 2 столбика. Провязываем вот сюда. Итак, вот он центр лепесточка. Вытягиваем петельку. Провязали. Делаем петлю и вытягиваем. Далее провязываем лепесток вот сюда и вот сюда вот в центр лепесточка. Вытянули, накид снова в центр, вытянули петлю. Далее в следующую. И провязываем. Чтобы не запутаться, можно вот здесь вот как провязали в начале ряда лепесточек, вот этот центр отметить маркером, что вот сюда вы будете в следующий ряд делать соединение. Далее также провязываем по столбику с накидом за пропущенные 2 петли. И последующие ряды вяжутся точно так же. Итак, далее провязываем самостоятельно. Вяжем на высоту, которая вам необходима. Получается, здесь мы довязываем, соединяем вот сюда вот. Вот такой вот красивый узор у нас получается. Вот это у нас был самый первый ряд из столбиков без накида. Далее я считаю вот по вот этим лепесточкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов я провязала. Теперь мы сделаем соединение. Вытягиваем петельку. Заводим вот сюда вот центр нашего лепестка. Вытягиваем. Заводим вот сюда. Накидываем петельку. И провязываем столбик. Мы край обвяжем столбиками без накида. Далее вводим крючок в центр лепестка. Провязываем столбик. Далее смотрим, у нас идет 1, 2, 3 косички. Вот эту первую мы не считаем, мы
ее не провязываем. Вот эти две провязываем по столбику. Далее центр лепестка. Снова у нас идет сверху 1, 2, 3 косички. Первую пропускаем, последующие 2 провязываем. Центр лепесточка. И так провязываем до конца столбиками без накида. Довязали до конца, и теперь край обвяжем соединительными петлями. Заводим вот сюда вот под косичку. Вытянули. Крючок вот сюда вот вводим между столбиками и данную петельку вытягиваем вперед. Теперь вводим крючок под петельки и провязываем соединительными петлями. Вот такая вот у нас получилась красивая корзинка. Она даже немного объемная. По донышку у нас размер получился приблизительно 12 сантиметров. И высоту корзинка около 10, 9,5. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.